Сегодня у нас 14, видим на календаре января 2024 года. Новый год. И на Новый год мы решили сделать небольшой обзор груши. К обзору предоставлены следующие сорта. Вот Словения. Зимняя Извира. Очень красивая груша. Бара апрельская. Оливье Десер. Зимняя из Чили. Здесь немного плодов амфоры. Анжелис плод 1 и Виктория зимняя 3. Вот такой краткий обзор. Сейчас мы разрежем плоды и продегустируем их на это число, 14 января. Определим, как они к этому времени созрели и сохранились. Первая попала под дегустацию груша Словения. Плоды такие желтые, с легким далеким румянцем на боку. Желтые, красивые. Вот такую серую или бронзовую точку по всему плоду. Плоды, такая мякоть у них белая, они очень душистые. Прямо в руках такой миндальный цветочный аромат. Такой мягкий, деликатный аромат цветочный издают. Продегустировали эту грушу. Мякоть сочная, сладкая, с очень еле заметной кислотой, очень далекой кислотой. Сама маслянистая мякоть. Такой очень деликатного, нежного вкуса. В общем, груша эта прекрасная. Для любителей сладких плодов, таких ароматных плодов. Надеемся, что этот сорт займет достойное место в коллекции любого приусадебно-промышленного садоводства. Сорт хорошо адаптирован к нашим условиям Черкасской области. Дает ежегодный урожай, больше-меньше. Вот таких прекрасных плодов. Плоды выполненные, практически одномерные, урожайность высокая. По нашим наблюдениям, сорт совместим с айвой. Надо только подбирать, какую айву лучше прививать на этот сорт, на какую айву прививать, какие клоны айвы. Хорошо хранится в подвале. В обычных условиях у нас до 14 января плоды прекрасно сохраняются. Еще вот такая какая-то зеленоватая есть оттенок. Вот здесь тут шейки. То есть потенциал хранения их очень высокий. В подвале еще есть. В обычном подвале. Но это они все взяли, за несколько плодов. В подвале еще у нас остались некоторое количество плодов. В общем, это прекрасный зимний сорт или позднезимний сорт, можно сказать. В современной селекции этот сорт нам поступил из Чехии. Словения. Чехия и Словения. Словения. Оттуда где-то. Прекрасный сорт. Всем рекомендуем этот сорт, как высокотоварный, очень вкусный. Достоинство этого сорта очень хороший, он технологичный сорт. Хороший в обрезке, в уходе. Болезнями практически не поражается. Только в отдельные годы он немножко может поражаться паршой, если не обрабатывать. При стандартных обработках плоды вот такие чистые, хорошо выполненные. Словения, сорт Словения. Следующий у нас сорт на дегустации, это зимняя Извира. Вот такая у него мякоть белая. Камнистых клеток нет. Продегустировали сорт. В этой груше мякоть полумаслянистая, но нежная, сочная, сладкая, ароматная,
гармонично прекрасного вкуса. Особенно чем-то напоминает белое вино из сорта Рокацетели или других сортов, с которым ощущается свежесть. Шардоне. Скорее всего, шардоне, возможно. Так, аромат белого вина у этой груши. Достоинство этой груши. Это поздний зимний сорт. Видим на 14 января. И еще груши в полузрелом состоянии. Это мы выбрали вот такую одну грушу желтую. Более желтая. Красиво такая у нее плодоножка изогнутая. Форма груши привлекательная. Хотя встречаются вот такие тоже экземпляры. Зимняя извира. Вот такой совсем другой формы, не похожим на стандартную форму зимняя извира. Очень красивая груша. Она нам попала еще в 90-х годах. Я ее привез из Вира. Она находилась в исследовании. Сейчас мы выводим ее в культуру. За это время не было подмерзаний. Урожайность довольно хорошая. Даже перегружается урожаем. При этом не теряется крупность плодов. Хотя прореживание необходимо делать. Паршой так особо не поражается. Устойчив к заболеваниям, зимостойкий сорт. Надеюсь, что этот сорт навсегда задержится в коллекции садоводов. Прекрасный сорт, вкусный, хорошо хранится в обычном подвале. Думаю, что если будут специальные условия, скажем, холодильник, то такая груша может храниться до мая месяца и дольше. Всем рекомендуем этот сорт. Зимняя извира. Вот такая чудесная, красивая груша. На 14 января 2025 года. А я все в 24 году живу. Так что прошу извинить за ошибку в годах. Следующий сорт у нас на дегустации. Это Бера Апрельская. Это поздний зимний сорт. Как видим, плоды прекрасно хранятся до 14 января 2025 года. Красивой такой формы. Удлиненно широкой грушевидной. Форма иногда меняется. Приличный размер, свыше 250 грамм. Мякоть этих плодов вот на разрезе бело-кремовая, так или белая, скорее всего кремовая. Мы продегустировали этот сорт. Мякоть полумаслянистая, ближе к маслянистой, но еще не маслянистая, не дозрела еще. Очень сочная и очень сладкая, с легкой кислотой и терпкостью, особенно вот здесь возле семенной камеры. Превосходно на наш взгляд вкуса. Достоинство этого сорта – прекрасные плоды, которые хранятся до самой весны, в зависимости от условий. Так однозначно сказать нельзя, до каких времен она будет храниться. Все зависит от того, какие у вас условия. Если в холодильнике, то будет храниться до мая месяца и дольше. Прекрасный сорт для приусадебного хозяйства можно использовать в промышленных насаждениях. Недостатком этого сорта можно отнести относительную позднеплодность на сеянцах. Мы не выращивали их, эти груши, на айве. Мы не институт, и не можем мы все исследовать. Мы еле успеваем то, что у нас есть. Вот такая груша прекрасная, Бера Апрельская. Подключайте садоводы, исследуйте этот сорт на айве, по интенсивных технологиях, с капельным орошением, со шпалерой. Бера Апрельская на 14 января 2025 года. Наш регион, Черкасская область, находится на границе Черкасская и Кировоградской области. Самый юг Черкасской области.
Вот такая чудесная, прекрасная груша. Позднее зимнего срока созревания. Бера апрельская. Это древний сорт. Болезнями не поражается. Конечно, бывает, там немного прихватит листья. Но плоды чистые. Следующий сорт на обзоре у нас. Это зимняя из Чили. Где Чили, а где Черкасская область. Вот такая форма, широко грушевидная. На солнечной стороне таки бывает румянец. Темно такой насыщенный румянец. Зимняя из Чили. Это мы писали, когда снимали. Это, скорее всего, поздний зимний сорт. Нас в свое время давало плоды. И были плоды чудесного вкуса, аромата. Но было плодов очень мало. Одиночные плоды, прививки. Потом мы перенесли на отдельное дерево, но наблюдаем, что на данный момент, 14 января 2025 года, мякоть этой груши хрустящая, грубоватая, такая на срезе темнеет, что уже является недостатком, немного темнеет, сочная, простого, сладковатого вкуса, без особых изысков. Или эта груша еще не созрела, мы ее рано достали с подвала. Эти плоды обратно вернем в подвал и понаблюдаем за ними. Как они дальше там. Ну, вот такая груша зимняя из Чили. Пока никакая. На фоне предыдущих груш, которые мы дегустировали, пока она не набрала никакого вкуса. Вот видно, как на срезе сочность есть. Без особого аромата такого, как в других грушах. И довольно-таки грубоватый вкус сейчас у нее. Твердая такая, мякоть плотная, хрустящая. Понаблюдаем еще за этим сортом. Возможно, еще она не созрела. Или она не подходит по нашему климату. Само дерево по себе, зимнее из Чили, оно довольно слаборослое или среднерослое, в зависимости от почв, но не сильно рослое. Довольно скороплодное или средней скороплодности. Урожайность, пока не скажем, какой урожайность, такого обильного плодоношения не было у нас на фоне других сортов. Этот сорт находится у нас в исследовании. Зимняя из Чили. Следующее на обзоре у нас амфора. Тут такая ржавленность. Попал под заморозкий цветок. У нас весна очень богатая заморозками. Что можно сказать о амфоре? Мякоть кремовая, сочная, сладкая или очень сладкая, очень ароматная. Аромат ранневесенних цветов. Вкусовые качества превосходные. Груша красиво снедаемая, без грануляций, в такой удлиненной форме. Дерево этой груши слаборослое, болезнями не поражается. Лучше возделывать на сеянце или если на айве, то необходимо высокий агрофон, то есть голландскую схему посадки. Я думаю, что можно садить через метр спокойно, по интенсивной технологии и получать крупные прекрасные плоды. Это один из лучших сортов нашей коллекции. Зимний или позднезимний сорт. Прекрасно хранится в подвале. Не требует особых затрат по уходу и получению урожая. Еще раз хочу повторить, это один из лучших сортов нашей коллекции. Амфора. Сорт груши Оливье де Сер. Это древняя классика. У нас тут плодов осталось уже мало. Они в этом году при такой сумме температур, какая была в 2024 году за вегетационный период,
Они довольно быстро созрели, и уже вот середина января часть плодов отошло. Это один из самых вкусных сортов коллекции. Дюшасов барбарисовый. Аромат у груши и во вкусе, и в аромате присутствует дюшесово барбарисовый карамельный тон. Груша очень сочная, сладкая, даже сказать чрезвычайно сладкая, с легкой кислинкой, выраженной кислинкой, что подчеркивает ее превосходность вкусовых характеристик. Это сорт, который вкуснее амфоры и других сортов. Те большие груши, ну, а тут за 200 грамм вот груша. Чем крупнее груша вот такая, тем она вкуснее. Но очень маслянистая. И тем не менее кожа-то у нее плотная такая. И груша хорошо сохраняется. В отдельные годы на плоды Оливье де Сер хранились до мая месяца. Характеристика дерева необычная. Дерево компактное, слаборослое в наших условиях, скороплодное, урожайное или даже очень урожайное, требует нормировки плодов. Это достоинство этого сорта. Болезнями не поражается. Недостатком является то, что эта груша требует хороших, плодородных, защищенных почв, то есть требовательных условий произрастания. Регулярный полив, мульча, так подкормки по листу жидкими препаратами, особенно в начале вегетации, чтобы дать ей старт хороший. Груша Оливье де Сер – одна из самых вкусных сортов коллекции. Груша Анжелис. Плоды средней величины. Вот такой окраски интересной. Маточное дерево. Нет, некоторые маточники дали некую часть плодов. Одна из прекрасных груш коллекции. Само по себе дерево слаборослое, особо болезнями не замечал, чтобы поражались. Довольно скороплодные, урожайные, не очень требовательны к условиям произрастания, растет на любых почвах, на разных экспозициях, даже на склонах, растет и плодоносит. Подмерзание наблюдалось за эти годы. Да, собственно, морозу-то не было. Мякоть этих плодов маслянистая, сочная, очень сладкая, ароматная, с легкой кислинкой, превосходного вкуса. По своим характеристикам этот сорт Анжелис приближается к Оливье де Сер. Один из тоже самых вкусных сортов коллекции. Вот такая необычная кожица у нее, темная. Форма может изменяться от яйцевидной до вот такой округло-конусовидной формы. Прекрасная груша. Можно сделать на иве по интенсивной технологии. Для получения высококлассных крупных плодов требуется тщательная нумеровка урожая. Груша Анжелис. Насыщенного, прекрасного вкуса. Один из лучших сортов коллекции. Анжелис. Груша Виктория Зимняя 3. Это ранний зимний сорт. Мякоть вот такая у нее белая, немного зернистая, сочная, сладкая, с приятным ароматом грушевым. Аромат прослеживается приблизительно похож на аромат дички, лесной дички. Вот так в вкусе и да. Очень хорошего вкуса. Но почему очень хорошего вкуса, а не отличного? Она уже на это время перезрела. У нас каталогами отмечали, там, что она в декабре уже отходит. Вот такие плоды у нее очень крупные, это самый меньший плод остался. А те пришлось уже их использовать, так как они, очень крупные плоды, быстро перезревают. Сорт достойный, чтобы вы сделать в нашем саду.
Недостатком этого сорта являются побеги, такие покрученные, темно-бордового цвета побеги с острыми почками, что неудобно при работе с этим сортом. Колючие такие почки у него. Но плоды бывают очень крупные, свыше полкилограмма один плод. И сорт раннезимний. А сорт достойный, чтобы иметь его в коллекцию, как раннезимний сорт. Виктория зимняя 3. И завершаем образок по грушам сортом Девечи. По некоторым данным, это турецкий сорт. Возможно, он в Турции хорошо удается. Но у нас плоды имеют такую вот на это число твердую структуру мякоти, очень сочные, хрустящая мякоть, сладкая, без особых достоинств. Таких, что аромат там, или каких-то достоинств другие. Простого такого сладкого вкуса, типа стрийской, вот такие, или киргизская зимняя, вот такие, что-то наподобие зимняя чили, вот этот сорт такой. Ну, не дотягивает. Зимняя чили, конечно, пониже вкус. Самые вкусные груши, конечно, это зимняя Звира, апрельская, Словения, амфора, Оле Десер. На данный момент, конечно, это бомба. Шерсть. Сорт Девечи тоже имеет право на жизнь. Надо наблюдать. Это первый урожай у нас. Понаблюдаем. Выведем, это прививка была там одна. Выведем его как отдельное дерево. Лет через 3-5 еще сделаем обзор, если доживем. Черкасская область, наш регион. 2025 год, 14 января. Новый год. Всем с праздником, с Новым годом. Всем здравия, благополучия и успехов в садоводстве. А все остальное продадим на волю Божью.